В этом видео вы узнаете о том, как найти настоящего мужчину, пока остальные мечтают о принце. Я расскажу вам три важных пункта, которые могут помочь вам встретить мужчину, которого вы давно хотите встретить, но почему-то не встречаете. Итак, пункт номер раз. Первый пункт. Вы должны обязательно верить в то, что это возможно. Вы должны верить в то, что настоящие мужчины существуют, в то, что они не все разобраны. И для вас обязательно найдется такой, который подходит именно вам. Иногда девушке, женщине поверить в это сложно, просто потому что она не имеет перед глазами реального такого примера. Может быть, отношения в ее семье у ее родителей были далеко не эталоном, на что ей хочется равняться. Возможно, среди подруг она видит очень много негативных примеров, неприятных, нехороших отношений, в которые она не хочет попадать. Если это так, то, конечно, вы не встретите мужчину того, которого вы будете считать настоящим, который подходит под ваш эталон. Поэтому верить обязательно нужно. Самое лучшее, что вы можете сделать, это делать конкретные какие-то техники. Вот я вам даю технику в качестве домашнего задания. Возьмите ручку и листик, ничего лучше, чем прописывать от руки. Свои мысли еще не придумали и навряд ли придумают, потому что связь движения нашей руки переходит в мозг и закрепляется уже в других отделах мозга. То есть, когда мы просто думаем, это задействует определенные одни отделы мозга. Когда мы думаем и прописываем, информация еще и переходит в другие отделы мозга. Она иначе закрепляется внутри. Поэтому это реально очень эффективно. Возьмите ручку и листик и пропишите ваши ограничивающие убеждения. Что приходит вам на ум первое? Например, стандартные такие мифы, что хороших мужчин не существует, они все какие-то плохие. Или, может быть, вы напишите, что все хорошие мужчины давно разобраны, мне просто такого не осталось. Хорошие мужчины не бывают одинокими, они все время заняты, да? Какая-то ваша формулировка негативного убеждения, что утверждает вам ваш мозг, почему у вас нет мужчины, вашей мечты, идеального мужчины, настоящего мужчины. Так, вы прописываете от руки эти убеждения и дальше пишите противопоставление, отрицание того отрицательного, что вы уже написали. Например, хороших мужчин не существует, они все какие-то кривые, косые, не такие. Вы пишете, хорошие мужчины существуют. Или любой хороший мужчина, который мне встретится, через 2 года, например, станет плохим, потому что он снимет все маски, я узнаю его настоящим, там будет какой-то ужас ужасный. Пишите наоборот, я встречу. Лучше в настоящем времени. Я встречаю настоящего мужчину, который мне нравится, и и наши отношения остаются надолго романтичными, красивыми, и я радуюсь этим отношениям. Вы придумаете свою формулировку. Таким образом, вы показываете своему подсознанию, что вы готовы верить в то, что настоящий мужчина хороший существует. Так, пункт номер 2. Вам нужно обязательно четко проговорить самой для себя, что именно включает в себя понятие «настоящий мужчина» лично для вас, потому что эти понятия у каждой женщины будут разные. В этот момент вы узнаете о своих приоритетах и ценностях, что вам ценно и важно видеть в своем партнере. ДЗ номер 2. Берете всю ту же ручку и листик и пишите минимум 5 пунктов, что вам важно видеть в мужчине вашей мечты, о чем вы мечтаете, о каких отношениях, с каким партнером, каким он должен быть. Например, он должен быть добрым, вы пишете добрый, он должен быть щедрым на подарки, вы пишете дарить много подарков, мне быть щедрым. Может быть, у него должно быть замечательное чувство юмора, для вас это важно, и тогда вы прописываете, да? Минимум 5 пунктов обязательно нужно написать. Потому что пока вы не сформируете четкое ТЗ, техническое задание для жизни, для Вселенной, вам не приведут за ручку того, который нужен именно вам. Вы просто
не заметите. Такие мужчины есть, да, но когда вы не формируете для себя четкое представление о том, чего же вы именно хотите, ваши глаза, ваше мышление, ваш мозг, не имея этой четкой задачи, просто не замечают тех мужчин, которые есть рядом такие, да, то есть вы просто не считываете эту информацию. Поэтому очень важно знать, чего вы именно хотите. Итак, ДЗ номер раз было, вы прописываете негативные установки и рядом пишете, меняете их на положительные. ДЗ номер два, вы четко формируете минимум 5 составляющих, какие качества должны быть у того мужчины, которого вы хотите встретить. И если вдруг этого вам недостаточно, то есть делать домашнее задание, вы чувствуете, что оно идет нелегко, что вам это сложно дается, что есть что-то большее, препятствующее вашему такому вот позитивному мышлению, тогда вам будет нужен третий пункт. Тогда нужно идти и прорабатывать со специалистом ваши какие-то внутренние блоки, может быть, травмы, которые шлейфом покрывают вот эту тему дальше, да, есть такое понятие фонят, то есть дают некие последствия, какие-то травмы из прошлого, которые дают последствия на текущее, настоящее время и мешают вам войти в те отношения, которые вы хотите. Это нужно прорабатывать со специалистами. Почему? Сами вы, как правило, не видите. Это называется еще термином слепые пятна. Да? Это те наши мысли, чувства, которые мы не замечаем сами в себе. И чтобы их заметить, нам нужна помощь кого-то со стороны, кто это увидит и обратит наше внимание. Соответственно, если первые два пункта у вас не получается сделать легко, вы чувствуете в них трудность, то вам нужен третий пункт – это профессиональная проработка. И я бы хотела здесь заметить, что я рекомендую идти не к коучам и мотиваторам, а именно к людям из мира психологии. Вы можете выбрать любой метод или, может быть, какой-то курс, что вам откликается, куда вас душа ведет, довериться своему инстинкту, интуиции, куда вас ваши ноги приведут. И что ваши глаза заметят. Дело в том, что коучи и мотиваторы, они, по сути, сделают с вами ту работу, которую вы сделаете сейчас сами, прописав первое и второе домашнее задание. Да? То, что я вам дала, это, по сути, и есть такой сжатый мини-инструмент из коучинга, из мотивационной техники, из НЛП техник, да. Это работает классно, но не со всеми, если нет каких-то внутренних глубинных трудностей. Итак, у вас есть целых 2 домашних задания, которые помогут вам прийти в вашу точку Б, куда вы хотите, и встретить мужчину настоящего, а не того принца, о котором мечтают все. Немножко поясню, почему видео называется именно таким образом. Потому что принц в современном мире не существует. Это некий такой мифический выдуманный персонаж. Это что-то недосягаемое. Как наши мечты, они остаются мечтами, пока они не превращаются в цели. Так вот, принц – это некая мечта, а настоящий мужчина, когда он как образ сформирован уже в вашем подсознании, это уже некая цель, которая имеет больше шансов осуществиться, чем просто абстрактная мечта. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. До встречи!